Всем, кто найдет и прочитает это письмо, большая просьба. Озвучили Гаррет Сторис. Передайте его Михаю и Сереге, да и любому, кому вы посчитаете нужным. Люди должны это знать. Только вряд ли вы поверите. В это трудно поверить. Но таким не шутят. Вероятно, я скоро умру. Вернее, если вы читаете, то я уже. А еще мне ужасно противно от самого себя. Ведь я бросил Леху. Я убежал от этой твари и бросил Леху. И я не могу выйти из квартиры, потому что я трус. Мне 35 лет, и я трус. Ведь я знаю, что могу найти Леху, но я боюсь. Боюсь, что увижу. Боюсь открыть дверь. Боюсь выйти и столкнуться с той тварью, которая стоит за ней. Стоит и ждет меня. Я слышу это протяжное, хриплое дыхание и скрежет тонких когтей по обшивке. И я знаю, что мне ни в коем случае нельзя открывать дверь. Всего 5 дней назад я был другим человеком. Прошлые выходные разделили мою жизнь на до и после. Все дело в игре, в тупом детском развлечении. Когда-нибудь это должно было произойти. Час расплаты настал, и я умру из-за тупой детской игры, которая всем ломает жизнь. Карандаш в руке Санчо треснул. Он отбросил обломки, тяжело встал и пошел за новым. Проходя мимо входной двери, он замедлил шаг, перестал дышать, прислушиваясь с надеждой. Тишину нарушил резкий звонок домофона, вырванного с мясом и валяющегося недалеко от двери. Санчо отпрянул. Он знал, кто ему звонит, и не собирался отвечать. Сгорбившись и закрыв уши руками, он пошел искать авторучку. Санчо сидел над листком бумаги и вспоминал. Когда-то давно на уроке литературы молодая учительница, только что начавшая преподавать, заменяла более опытную коллегу в старших классах. Она любила свой предмет, она любила классические произведения трактовать с оглядкой на современность. На уроке разбирали личность Раскольникова, и молодая учительница обронила фразу, которая засела в головах у 5 друзей. Она сказала тогда, что фраза «я все знаю» очень сильная. Она имеет непредсказуемые последствия и может в корне изменить жизнь. И кто бы знал, что в головах 5 друзей появится одна и та же мысль – проверить это на практике. И эти 5, начитавшись про масонов и иллюминатов, решили создать свой клуб. Клуб 5. И по сути, клуб был создан ради всего лишь одной игры. Игры в Раскольникова. Игры, похожей на русскую рулетку с непонятными последствиями. Только вместо пули предметом игры была лишь одна фраза «Я все знаю». Эти 5 даже прописали устав клуба, который не менялся последние 20 лет. Первое. Участниками клуба являются Санчо, Андрюха, Михай, Вялый Серега, Леха. Второе. Клуб собирается в последнюю субботу каждого месяца. Третье. Отказываться от сбора клуба участникам нельзя. Только если не отпустят родители, умрет, уйдет в армию, уедет в командировку, сядет в тюрьму. Четвертое. Отказываться от игры нельзя. Пятое. Один за всех и все за одного. Помогать друг другу разгребать последствия игры. Шестое. Другие посторонние и родные в клубе не участвуют. Седьмое. Если что-то случится с участником клуба, помогать родным. Восьмое. Если кто-то из участников клуба умирает, уходит в армию, уезжает в командировку, садится в тюрьму, оставшиеся продолжают играть до тех пор, пока число участников не сократится до 2 человек. Девятое. Никакого алкоголя до окончания игры. Сейчас им по 35 лет. У каждого сложилась жизнь.
Леха и Вялый женаты. Вялый даже дважды. У Лехи есть дочь. Остальные сосредоточились на карьере. Михай – стоматолог, Санчо – адвокат, Андрюха – дизайнер видеоигр. Из 5 в клубе осталось 4. Андрюха в розыске уже 3 месяца. Искали долго и упорно. Сдал проект, отметил это дело и исчез. На очередную встречу клуба не явился. На звонки не отвечает. А после того, что произошло с Санчо, страшно даже подумать, что случилось с Андрюхой. Кто же знал, что в их городе творится такое? Санчо склонился над листком и продолжил писать. Итак, игра. Суть игры состоит в том, что мы, участники клуба, сообща определяем способ выбора объекта. То есть того, чью жизнь мы собираемся изменить в вечер игры. По алфавиту, по стилю одежды, по полу, возрасту, по другим каким-нибудь признакам. Затем мы пишем фанты. Далее жребием выбирается игрок на этот вечер. Все тянут карты, кому выпал Джокер, тот и исполняет роль вершителя чужих судеб. Потом игроку предлагается вытянуть фант. Далее он выходит на улицу, ищет подходящий под фант объект, подходит и очень мрачно и серьезно говорит объекту прямо в лицо: «Я все знаю». Потом разворачивается и уходит. Кто-то из других участников клуба снимает факт выполненного задания на телефон, включая и реакцию объекта. И все. Тупо и просто. А потом мы пьем пиво, просматриваем на видео реакцию объекта и толкаем свои версии того, как теперь у него поменяется жизнь. В прошлую субботу мы собрались недалеко от моего дома, в фотостудии у Лехи. Выпили, обсудили Андрюху. Всем было не до смеха. Стали думать, как будем выбирать объект. Чтобы долго не искать на улице и не затягивать весь процесс, решили выбирать из пожилых. Кому на вид за 70. Если не услышат, не поймут, неважно. Игра будет все равно считаться состоявшейся. Карту игрока вытянул я. Снимать вызвался Леха. Не теряя времени, я вышел на улицу и пошел к остановке. Обычно пожилые ездят на общественном транспорте. Идти к остановке надо было через двор, потом в арку и налево. Я шел к арке. Леха, спрятавшись, чтобы объект его не увидел, снимал. Мне повезло. Не доходя до остановки, я встретил сгорбленного деда. Он выходил из арки во двор какими-то дерганными движениями. Я подошел к нему вплотную, как делал это последние 20 лет. Посмотрел ему в глаза и мрачно сказал: «Я все знаю». Затем повернулся и пошел. Но вдруг за спиной раздался хрип, и кто-то сказал: «Ты мой». Я обернулся и обмер. Старик стоял, уперев руки в бедра, смотрел на меня в упор и хрипел. Затем он опустился на четвереньки и быстро, не по-звериному, по паучьи семеня ногами, побежал прямо в мою сторону. Я инстинктивно пнул старика. Он отлетел, упал, резво подскочил и, пробежав по стене арки до потолка, оттуда сверху упал прямо на меня. Я растерялся и потерял драгоценное время. Старикан сшиб меня с ног. Я упал на спину. Старикан сидел на мне, беспрестанно щелкал челюстями и хрипел мне прямо в лицо: «Ты мой». Получалось у него это плохо. Я поначалу слышала только вой и хрип. Это теперь я могу разобрать слова. А тогда я был в полном ужасе. И еще глаза. Я клянусь. У него было 3 зрачка, расположенные треугольником. Я нащупал какую-то доску и, выставив ее перед собой, пытался оттолкнуть старикана. Куда там? Он дергал эту доску, пытаясь через нее дотянуться до моего лица. И вдруг он резко замолчал, потом уставился на меня и хрипло, отрывисто выплюнул: «Все знаешь, нельзя, теперь мой». Дед оказался неожиданно сильным. Я стал понимать, что не отобьюсь. Но внезапно он отлетел и завизжал, как пес.
Что-то орал Леха, а мной двигал животный страх. Я не стал рассматривать, что с ним произошло. Поднялся и рванул в сторону дома. Забежав домой и захлопнув дверь, я сполз по ней, еле дыша. Мозг не мог осознать, что это было. Тут зазвонил домофон. Руки дрожали, когда я снял трубку. И я услышал хрип. «Ты мой, ты мой, ты мой». В тот вечер Санчо так и сидел на полу с вырванной трубкой домофона, не в силах двигаться. А потом позвонил Вялый. Серега совершенно будничным тоном спросил, куда они пропали. И тут Санчо накрыло. Он вдруг понял, что, убегая от деда, он напрочь забыл про Леху и бросил его. И понял также, что Леха в студию не вернулся. А значит, с ним что-то случилось. Санчо обхватил голову руками, проклиная себя и пытаясь спрятаться от всего мира. Он упал рядом с дверью и тихонечко завыл. Санчо аккуратно положил ручку на лист бумаги и закурил. Он устал. Устал от бессонных ночей, от ненависти к себе, от своей трусости и подлости. Он представлял, что сделала с Лехой та тварь. И эти картины жгли его изнутри. А еще Санчо без конца думал, как можно было бы поступить, чтобы этого не произошло. Но он струсил и не поступил, как подобает мужчине, как учил его отец. Теперь он знал про себя все. Он знал, кто он на самом деле. Трус и подлец. И его нутро не принимало этого. Он не мог с этим жить. Опоры внутри рушились. Единственное, что сейчас он может сделать, оставить это письмо и открыть дверь. Тварь заберет его и уйдет. Потому что пока тварь ждет его тут, всегда есть риск, что друзья придут к нему, и она сожрет их. Он не спас Леху, но он не отдаст этой твари Михая с Серегой. Резкий телефонный звонок вытянул Санчо из тугих черных мыслей. Он посмотрел на экран. Неизвестный номер. Алло. Алло, Санчо? Леха? Жив? Жив! Леха, братишка, ты прости меня, что бросил. Санчо, стопэ, кто кого бросил? Леха рассмеялся и закашлялся. Ты чего, чертаком поехал? Никто никого не бросал. А, черт, ты же не в курсе. Короче, я же тогда снимал тебя, и когда эта нечисть на тебя напрыгнула сверху, я охренел. А потом мое охотничье прошлое сработало. Я вспомнил, что любая хищная тварь света боится. Надо ослепить светом и бежать. Я вспышкой ослепил, тот отскочил. Я тебе крикнул «Беги домой!» и сам рванул к остановке, подальше от студии, на свет фонарей. Думал, тварь за мной побежит. Выскочил из арки и буквально под автобус. Телефон вдребезги, я без сознания. Короче, в больничку меня увезли. Вот звоню, как очнулся. Санчо сжимал трубку, рот сводило судорогой. По щекам текли слезы. Он и не знал, что умеет так реветь. Взрослый же мужик. А тут будто плотину прорвало. И свежая вода, смывая все темное и затхлое, заполняла чистой, новой надеждой каждый уголок сознания. И он ревел, принимая и прощая себе свой страх. Леха, черт, я дико рад тебя слышать. Санчо, да ты чего? Леха осекся. Ты перестань и не опускай там руки. Ты чё, забыл? Все за одного же. Я тебе чё звоню-то, Санчо? Это реально жесть какая-то, та тварь. Но у нас есть план. Ты сейчас иди и найди все серебряное в доме. Серебряная ложка – это теперь твое супероружие. Эта тварь серебро не любит. Понял. Серебро. А соль? Не, соль не про этот раз. Огнем ту тварь уничтожить можно. Но в твоем элитном ЖК пожар не устроишь. Поэтому решили дачкой Вялого пожертвовать. Леха помолчал, тяжело вздохнул и очень серьезным тоном сказал. А ловить надо на живца. На тебя, Санек. Саньком Леха называл его только в детстве, когда Саньку нужна была защита.
Санчо твердым голосом ответил. Все нормально. Я готов, Лёш. Не сомневался в тебе. Ты не волнуйся. Через час Михай привезет мне телефон и ноутбук. Созвонимся и все расскажем. Ты пока ищи про этих арахнотварей. Ройся в мифологии Южной Америки. Оттуда след тянется. Ну все, держись. Леха прервал связь. Санчо отложил телефон, глубоко вздохнул, крепко держась за край стола. И вдруг расхохотался громким нервным смехом. Он вдруг осознал, что игра в Раскольникова переиграла его. Ведь когда они говорили фразу «я все знаю» другим людям, они всегда имели в виду, что знают про них что-то мерзкое и нехорошее. Знают то, чего люди стыдятся, хотят скрыть. Они осознанно этой фразой макали людей в их же ошибки. Но Санчо не знал, что этой фразой они подтолкнули большинство из людей к принятию своей внутренней темноты, глубина которой у каждого своя. А дальше выбор был за самим человеком – оставаться в темноте или начинать искать свет внутри себя. Чаще всего происходит второе. В мире всегда есть баланс между тьмой и светом. Всегда. И человек, осознав свои пороки и ошибки, в противовес этой темноте начинает поворачиваться к свету и искать в себе что-то хорошее. Клуб пятерых даже и не подозревал о том, что они действительно меняли жизни. И очень многих освободили и научили по-настоящему видеть и узнавать себя. И сам Санчо не был исключением. Увидев в себе эту мерзкую и липкую темноту, опустившись на самое дно, он кинул в себя этой фразой. И то, что он сказал себе «я все знаю», означало, что он принял всю свою темноту со всем раскаянием и прощением, и в противовес темноте все его сознание повернулось к внутреннему свету. Эта фраза рассказала ему о его самопожертвовании, дружбе без остатка, щедром и мягком сердце и огромной жажде жизни. Рассказала и вознесла его, как и самого Раскольникова, к новой жизни, изменив Санчо навсегда. Ведь увидеть свой собственный свет иногда получается, только приняв свою темноту. Но выход к свету есть всегда, в любом из нас. И как бы ни перекладывали выбор на судьбу и фатум, решение всегда остается за самим человеком. А триггером, спусковым крючком может быть что угодно. Поступок, какая-то вещь или кем-то сказанная в лицо фраза «Я все знаю». Санчо сел за ноутбук и набрал в поисковой строке «Оборотни-пауки. Южная Америка. Мифы и форумы». Он не сомневался, что решение найдется, ведь кроме него сейчас это решение ищут 3 его друзей. А уничтожив эту тварь, они будут искать Андрюху. Или то, из-за чего Андрюха не с ними. Ведь в клубе пятерых они все как 5 пальцев, сжатых в единый кулак. Один за всех и все за одного.